Всем привет, друзья! Вы на канале Так Вкусно, меня зовут Евгений. Сегодня по многочисленным просьбам я делаю меренговый рулет. Начинается все это действо с разбития яиц. Естественно, нужно отделить белок от желтка, поэтому делаем это в отдельной чаше. Старайтесь сделать это максимально аккуратно, так чтобы желток не разбился. И отделяя желток от белка вот так вот руками. На мой взгляд, самый удобный способ. Кому не нравится, можете как-нибудь по-другому отделить. По рецепту нам нужно 200 грамм белка. Если вдруг у вас нет весов, то тогда вы можете взять точно так же, как и я, 5 яиц отборной категории, и у вас получится ровно это количество. Теперь перекладываем их в чистую сухую дежу. Даже переливаем, можно так сказать. Подсыпаем щепоточку лимонной кислоты или чайную ложку лимонного сока и ставим в миксер. Начинаем их потихонечку взбивать до образования пенки. Когда у нас образовалась пенка, начинаем потихонечку добавлять 200 граммов сахара. Примерно через каждые 15 секундочек, и скорость можно увеличить. Спустя примерно 5 минут проверяем, как у нас стоит клювик у меренги. Он стоит хорошо, значит можем продолжать. Теперь сюда разом добавляем 25 грамм кукурузного крахмала. Я его вот так чуть-чуть рассыпаю. И на медленной скорости перемешиваем. После того, как перемешали, еще раз промешиваем лопаточкой, для того, чтобы у нас точно не было никаких непромесов. И в итоге у нас получается очень такая пышная глянцевая масса. Видите, как держится на лопатке. С красивым пиком. В общей сложности своим миксером я взбивал эту меренгу где-то минут 5. Если вдруг у вас ручной миксер, то тогда, возможно, у вас уйдет немножечко больше времени. Теперь беру противень с пергаментным листом, или как это называется, Наташа? С тефлоновым ковриком. Вот. И тихонечко выкладываем, как тихонечко, выкладываем сюда всю эту меренгу. Также вместо тефлонового коврика можно использовать бумагу для выпечки или же силиконовый коврик. Поэтому смотрите, что у вас есть в наличии, то и используйте. Тут особо заморочек нет. Естественно, у вас бумага для выпечки должна быть силиконизированная. То есть вы в этом должны быть уверены. А то иначе она прилипнет к меренге, и вы ее потом не оторвете, и до свидания. Все в мусорку. После того, как выложили, разравниваем. Кажется, что меренги много, но нет. Ее здесь просто достаточно. Естественно, меренга не любит долго ждать, поэтому спланируйте как-нибудь так, чтобы у вас духовка была разогрета до 140 градусов к тому моменту, как все будет готово. Все, увлекаться здесь особо не нужно, идеальной ровность все равно не получится сделать. После этого я посыпаю вот так вот миндальными лепестками. Можно выбрать какие-нибудь другие орехи. Они, кстати, будут давать вкус, поэтому имейте в виду. Можно их насыпать побольше, и будет еще вкуснее. В прошлый раз, когда я готовил этот меренговый рулет, вот эта вот верхняя корочка, я не знаю почему, она была сухая, все нормально, и она к тефлоновому коврику прилипла. Не знаю, почему так получилось, но знаю, что иногда меренгу сверху посыпают сахарной пудрой, потому что она такая мелкодисперсная. И в духовке она дополнительно растает и образует такую карамельную корочку. Именно этого мы и будем добиваться. Все, вот так вот достаточно. Теперь убираем это уже в предварительно разогретую духовку на 35 минут. Пока меренга выпекается, приготовим ягодное кули. Не стоит бояться этого слова, это всего лишь киселек.
Здесь у меня малиновое пюре 200 грамм. Если вдруг у вас нет малинового пюре, то тогда можете взять ягоды малины 350 грамм и просто-напросто их через сито протереть. Разогреть и протереть через сито. У вас получится где-то 200 грамм вот такого малинового пюре. Отправляю его в сотейничек, после чего засыпаю сахарком 50 граммами и ставлю пока на огонь. Огонь небольшой, для того, чтобы оно спокойненько просто плавилось и все. Здесь у меня 15 граммов крахмала кукурузного. Добавляем 30 миллилитров воды. И просто вот так размешиваем. Холодной воды, естественно. Все, крахмальная водичка у нас тоже готова. Теперь ждем, когда у нас полностью растворится сахар. Все, как только лед растаял, вливаем наш крахмальчик. Вот, и перемешиваем. И теперь до загущения. Все, я считаю, что можно уже выключать, потому что нам все равно эта масса нужна еще будет остывшей. Поэтому просто снял и убрал под крышку. Чик. Вот так вот у нас выглядит готовая меренга. Теперь еще раз ее посыпаю сахарной пудрой. Это снова же просто предосторожность. Накрываю ее тефлоновым ковриком. Сверху решеточку. Иш, иш, иш. Перевернул и снял противень. И сразу же уберу вот этот вот тефлоновый коврик. Вот то, что вот так вот оторвалось, можно просто съесть. Вкусно. Ну и наконец приготовим крем для нашего меренгового рулета. Здесь у меня крем-чиз 250 грамм. К нему добавляем 50 граммов сахарной пудры. И для придания ванильного аромата, такого, знаете, ванильный аромат будет очень приятно в этом меренговом рулете, добавлю чайную ложечку ванильного экстракта. Немного размешиваем его венчиком. Как только чутка взбили, добавляем 90 граммов жирных сливок, 33%, и продолжаем взбивать. Ну вот и крем у нас готов. Я немножечко ошибся, когда положил меренгу вот на такой вот маленький тефлоновый коврик, поэтому подстелил большой лист пергаментной бумаги. Переношу меренгу на него. На остывший коржик накладываю кремушек и разравниваю. По итогу должен получиться такой достаточно тонкий слой. Здесь толстого слоя не нужно делать, потому что иначе у нас будут проблемы со сворачиванием. К краям тоже можно особо не подходить, они все равно обрежутся, поэтому им тоже внимания особо мы не будем уделять. После крема у нас идет ягодный кули. Наносим его точно так же ровным слоем. Еще хочу положить свежую ягоду. Это у меня черника из нашего уральского леса. Так вот потихонечку ее. Осталось теперь самое интересное, это сворачивание этого рулетика. После чего накрываем длинным куском и немножечко натягиваем.
И все. Перенес его теперь на досочку, убираем в холодильник минимум на 2 часа. Нужно, чтобы все вкусы объединились. Вынули мы его из холодильника. Ищ. Рулет внешне мне нравится и так. Я никак его декорировать не хочу, поэтому просто отрежу вот этот вот страшненький борт. Ох, как режется. Какой нежнятинка. И 2 кусочка. Посмотрите, красота же. А какой разрез. Восторг вообще. Очень нежный, в меру сладкий. Ягодки черники попадаются и лопаются во рту. Это очень приятно. И особой вишенкой на торте являются миндальные лепесточки. Они так приятно хрустят, когда жуешь этот десерт, потому что он весь такой нежный, нежный, нежный. И вот эти вот хлопушки миндаля, они так умк, и они нежные, хрупкие, но при этом хрустящие. Просто вообще восхитительно. Ребятки, я однозначно рекомендую готовить. Спасибо за то, что попросили меня приготовить такой десерт. Наверное, я его начну готовить чаще. В общем, на этом у меня все. Я вас всех обнимаю. Спасибо вам за лайки, спасибо вам за комментарии. Всего вам доброго. Пока.